Это канал «Тайны счастья». Это я, мастер Ольга. Хочешь узнать тайны? Оставайся с нами. Добрый день, дорогие друзья! С вами я, мастер Ольга. Мы на канале «Тайны счастья». И сегодня предлагаю вам раскладик на такую тоже очень животрепещущую тему. Этот вопрос мне задают в каждом личном индивидуальном раскладе, что он или она собирается ли делать какие-то движения в мою сторону. Я так понимаю, что очень часто люди имеют дело с такими мигающими, пропадающими из контакта партнерами. И, соответственно, время от времени пропадает человек, и возникает логичный вопрос, собирается ли он вообще что-нибудь делать. Собирается ли он написать, собирается ли он позвонить, вообще собирается ли как-нибудь проявиться, потому что, похоже, это непонятно, то есть это временный перерыв или человек исчез навсегда. Давайте на этот вопрос сегодня и сделаем раскладик. Буду использовать свою такую боевую, очень старую колоду 78 дверей. Прекрасная колода, особенно для начинающих, для тех, кто хочет не классические расклады. Не классическую колоду, потому что классическая все-таки это либо марсельское таро, либо Райдера Уайта, либо таро Тота. Итак, меня тут все порицают за большое количество вариантов. Ну, серьезно, друзья, вы должны понимать, что иногда есть вот прямо такой, знаете, находит стих сделать один большой расклад на все варианты, а иногда нет. Пока нет. Обязательно будут такие расклады, но вот сейчас будем делать несколько вариантный расклад, похоже, трехвариантный, если я что-нибудь понимаю. Итак, как-то проявит ли себя человек? Вариант номер 1. Сейчас посмотрим. Вариант номер 2. Вариант номер 3. Да, 3 варианта будет, но попробуем, значит, подробности получше посмотреть. Итак, выбирайте, какой из этих вариантов подходит вам, какая карта вас больше к себе тянет. Будет ли человек как-нибудь действовать в вашу сторону, звонить, писать, проявляться, хоть какие-то движения проявлять. Давайте эти пока в стороночку отложим и посмотрим. Вариант номер 1. Вы знаете, как бы получается, что нет. Но у этого человека, какая-то непростая здесь ситуация. То есть он почему-то не может вам написать или как-то проявиться. Это, скорее всего, связано с его внутренними какими-то проблемами и задачами. И, тем не менее, у человека какой-то запутанный внутренний лабиринт переживаний, событий, или ума. Может быть, просто запутанный ум. Давайте посмотрим, с чем это связано. С чем это связано, что человек никак не может вам написать и позвонить. Что там такое происходит у него? Почему не звонит, не пишет, не выходит на связь? Угу. Давайте я вытащу еще несколько карт, но я подозреваю, что он женат, ваш абонент. Так. Этого человека что-то очень сильно отвлекает. Очень сильно что-то отвлекает. Предположу, что вы, похоже, в треугольнике находитесь, потому что есть что-то, что вот категорически ему не дает пройти этому человеку. Или женщине тоже. Есть еще один вариант развития событий. Я сейчас давайте просто уточню. Аж сдвинулся бедный наш абонент. Давайте я сейчас просто вытащу, чтобы не ошибиться, женат ли ваш абонент. Не женат, значит, это другая история. Смотрите. Это человек-отшельник тогда, похоже. То есть, вот, понимаете, важно разобраться. Этот человек, похоже, отшельник, а вы ему предлагаете слишком много. И в данном случае тогда вот по этим картам вот эта королева жезлов, такая вот богатая энергией, заботой, всем, для этого человека чересчур. Для этого человека чересчур. Этот человек предпочитает находиться в поисках, в страданиях. Ему вот эта карта, она на самом деле про воплощение в реальность. У нас даже медитация такая была. Я сейчас тут дам ссылочку на воплощение в реальность каких-то событий.
И этому человеку, будь то мужчина или женщина, больше нравится, ну, фантазировать и страдать, как это ни странно, к сожалению. К сожалению, такие люди бывают, такой вот вариант возможен. Так, что же делать в этой ситуации? Давайте сейчас я подумаю, что здесь важно. Важно здесь, в принципе, следующее. Зачем вообще ему вот это все? Ну, то есть, почему такой идет отказ большой от реальности? Зачем это нужно? Очень много страхов. Очень много страхов. Человек боится. Чего боится? Боится стать счастливым. Ну, королева Пентаклей в данном случае, конечно, больше про деньги и про золото. Это вот картинка полностью отражает значение карты. Однако, ну, это про какую-то наполненность и богатство всего, любви тоже. То есть я бы сказала, если бы это были бы чаши прям с уверенностью, но все же. И что же страшного в том, что человек станет счастливым, что его пугает здесь? Соблазны. Соблазны. Эта карта вообще часто выпадает даже на алкоголизм. Но суть в том, что это про какой-то серьезный соблазн. То есть как будто счастье за собой ведет соблазны. Какие соблазны может за собой вести счастье? Ну, это про восхваление, да, ну, ну-ка, сейчас еще вот еще карту. Ну, человек боится потерять какое-то положение. Возможно, такое бывает, знаете, у некоторых людей как-то разобрано по полочкам. Человек хочет... Ну, то есть, знаете, любовь и деньги. Говорят же так, вот не везет в игре, повезет в любви. То есть, у этого человека, возможно, есть какой-то статус, который он, похоже, боится потерять. Этот статус, влюбившись. Многие же считают, что любовь – это болезнь. И, соответственно, эта болезнь может прям сильно повлиять. Так. Ну хорошо, и что же делать с таким замечательным персонажем? Ничего не делать. Это бесполезно. Ну, давайте посмотрим, конечно, еще какой-нибудь вариант. Ну, бесполезно в том смысле, что вы не можете повлиять самостоятельно, он должен сам дозреть. Человек должен дозреть. Деваться некуда, вам придется ждать, пока он дозреет и сам появится. Вот. Вот такая вот история, поэтому человек не отвечает, не выходит на... Ему нужно сделать выбор. Такого человека, похоже, невозможно заставить ничему, поэтому человек просто должен как следует дозреть. Вот такая вот штука у нас по первому варианту. Давайте освободим место и посмотрим сейчас второй вариант. Итак, вариант номер 2. Смотрим, появится ли человек, отзовется ли, сам будет ли действовать, какие-нибудь делать действия. Это король жезлов. Вообще, в принципе, король жезлов – это такая крутая очень фигура, которая может, в общем, практически все, если хочет. Вот. Но тут не совсем понятно, да, то есть в данной конкретной колоде здесь про действия не очень есть какое-либо вот впечатление. Если по общим значениям карт, да, давайте посмотрим, что происходит у короля жезлов, чтобы поточнее разобраться, будет он действовать или нет. Видите, я прям даже сначала еще одну дополнительную, как поведет он себя. И вот опять, да, это про вас или про то, что у него семья еще одна есть? Ладно, давайте посмотрим, что там происходит у короля жезлов, чтобы разобраться. Король жезлов, видите, у нас тут сменил шкурку и стал королем пентаклей. Он молчит, потому что, условно говоря, над златом чахнет. Звезда, ну-ка. Ну, то есть это человек, склонный к каким-то вот фантазиям о великом чем-то. Звезда – это всегда про какие-то... Это не так морочно, как Луна, но это всегда про какую-то недостижимость. И человек решает, ему проще, опять же, больше ему нравится
Ну, знаете, есть еще такая вот фантазия у людей. Многие говорят, что гораздо лучше недостигнутая мечта. Гораздо лучше недостигнутая, потому что достигнутая мечта перестает быть мечтой. Вполне возможно, что это именно такой случай. Что это именно такой вот случай, и человек предпочитает, ну, не двигаться, не меняя вот эту вот картину красивую. Потому что стоит сдвинуться, реальность ворвется в жизнь, информация ворвется, и мечтать так уже будет сложно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же, зачем же это он так. 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 И вот так. Ну, вот эта карта про некую, хотя это туз жезлов, это про некую, в данном случае, ну, невозможность, что ли, да, про как будто человек не может открыть дверь, у него как будто нету никакой возможности. Поэтому он выходит в длинный поиск, ищет этот путь, ищет его, ищет, и изо всех сил старается, ну, как бы прийти. И придет, он придет, но, ну, как бы путь может быть длинным и витиеватым. Ну, потому что, чтобы, знаете, как опять же в сказке нужно там 100 посохов поломать, 5 железных сапогов истереть, путь длинный. Так что да, это какой-то непростой такой вот тоже персонаж. Вот оба эти человека не ищут легких путей. Давайте спросим в таком случае, можно ли здесь, что можно сделать здесь, чтобы как-то эту ситуацию подтолкнуть. О, сразу две вытащила. Ну, никак, просто продолжать спокойно заниматься своими делами. Счастье само придет. Такой вариант. Ну, в принципе, вы знаете, по большому счету я согласна с этими комментариями карт, потому что зачастую мы ничего не можем сделать, кроме как дождаться, чтобы все само созрело и упало с, ну, с ветки, условно говоря. Вот так. Собираем второй вариант. Сейчас посмотрим третий. У нас с вами было местечко. Ну, то есть он мечтатель тоже, понимаете? Он мечтает и не двигается. Третий вариант. Появится ли человек, какие-то будет он свои действия производить или нет. Вот. Вот этот, возможно, будет. Вот этот, возможно, будет, потому что императрица – ответная карта. Такая, отвечающая. Давайте посмотрим, что происходит у этого человека. Ну да, так, приглашение. Вот, правда, какая-то следует небольшая невнятица. Этот человек молчит, потому что у него есть страх, что стоит ему двигаться в отношения с вами, у него начнется... Ну, то есть какая-то подстава. Видите, это карта правосудия, но, по сути, здесь, если внимательно посмотреть, есть такая поножовщина, что что-то здесь не так. Поэтому человек вроде бы готов, но он впадает вот в это морочное лунное состояние и не может никак никуда сдвинуться из него. Ему трудно. Человек тоже как бы охвачен страхами, но другого толка, нежели первый вариант. Давайте посмотрим, что может при этом выход-то. Сила. Ну, смотрите, вам надо быть просто человеку менее активным. Девушке или молодому человеку. Нужно, ну, как бы этого зверя нужно усмирить, при этом скорее, знаете, ну, призывом к себе. Может быть, не активными действиями, может быть, вы слишком активно просто двигаетесь. Вот, соответственно, дождаться, пока он дозреет. Плюс человек должен думать, что он это решение принял сам. Вот не вы его сподвигли, а вот он сам созрел, сам принял, сам сделал, сам пошел. Да, есть такие люди.
Да, вот что здесь может помочь. Давайте спрошу, можно ли еще что-нибудь сделать активно. Какие-нибудь такие. Ну, нет, опять же, понимаете? Хотя, вы знаете, что тут важно вот для вашей стороны? Сделать, может быть, ничего и нельзя, но нужно не тосковать. Нужно не впадать в тоску, а просто продолжать как-то, в общем-то, жить, а местами где-то человека вот просто подводить, понимаете, вот к этому решению. В данном случае вот единственный совет, что да, что-то можно тут сделать. По остальным скорее менее, но вы можете. Но, говорю вам, действуйте аккуратно и разумно. Вторая колода нам не понадобилась сегодня. Вот такой расклад. Друзья мои, ну что, желаю вам, чтобы все ваши абоненты ответили вам. Все, кого вы ждете, пусть придут на ваш зов и свет. Всем удачи!